not belong in this world. Перед тем, как я попытаюсь убедить вас принять свою религию, точку зрения в отношении предзаказов, я попрошу вас подписаться на канал, чтобы поддержать выход новых видео. Отписаться вы всегда успеете. Вы когда-нибудь оформляли предзаказ на игру? А что такое предзаказ? С точки зрения игрока, это демонстрация желания приобрести игру по определенным причинам. Это может быть любовь к разработчику, франшизе или конкретным характеристикам игры. Или достаточно выгодное предложение на игру в рамках предзаказа. К сожалению, чаще всего это либо скидка в районе 10-20%, либо какой-нибудь вшивый дополнительный контент наподобие перекрасок персонажа, что очень смешно смотрится в рамках сольных игр. Ведь так, Ubisoft? Но о манипуляциях со стороны разработчиков мы поговорим в другой раз. А вот с точки зрения разработчика, это проверка спроса на игру, предварительная возможность компенсировать расходы на разработку и маркетинг, а возможно и получить прибыль от предварительных заказов. И вот с этого момента начинаются проблемы, и наш паровозик под названием «Качественный проект» стремится в бездну. А вот почему так происходит, это уже более серьезный вопрос. Какой в Steam есть способ для проверки заинтересованности в игре? Это списки желаемого. Можно еще вспомнить трупик под названием Steam Greenlight, но не будем трогать то, что уже все равно не воскреснет. И вот в чем суть списка желаемого. На основе привлечения внимания к своей игре посредством рекламы, органического трафика и других методов всех тыкнуть носом в свою игру, потенциальный потребитель добавляет игру в список желаемого, показывая свою заинтересованность в проекте. Размер этого списка – один из ключевых показателей, на основании которого разработчик может понять, насколько все плохо и не пора ли где-нибудь поставить подпись кровью. А вы когда-нибудь замечали, что у небольших и средних инди-проектов без поддержки издателя никогда не бывает предзаказов? И это не потому, что индики настолько страшные, что Valve не хочет с ним связываться. Просто это особый сервис не для всех, и твой кошелечек и власть должны быть достаточно увесистыми, чтобы получить доступ к этому сервису. Прекрасные дивные налоги. К моменту выхода этого ролика уже закончился E3. И конечно же нас не оставили без анонсов, которые уже ждут вас, подставляя терминалы оплаты предзаказов. И всегда помните, такова жизнь. И в тот момент, когда издатель анонсирует или хотя бы презентует геймплейный ролик своей новой золотой туалетной бумаги, начинается охота на китов. Показы проекта на выставках, в новостях, баннеры изо всех щелей, реклама, не дающая покоя вам даже на Порнхабе. И мы все так же продолжаем наступать на одни и те же грабли, спонсируя недобросовестную разработку. Думаю, последующая часть ролика будет очень болезненна для людей, которые не могут жить без ностальгических чувств, и тем, кто до сих пор живет в розовых очках, думая, что крупнейшим издателям важнее игрок, чем их кошелек. Так что я бы рекомендовал надеть штанишки понадежнее. А вот теперь, я думаю, пора пройтись по за и против предзаказов. Чаще всего в качестве плюсов говорят об эксклюзивных бонусах и внутриигровых предметах, особенно если мы говорим о цифровой версии продукта. Но давайте будем честными, это просто манипулятивная механика, как способ заставить вас сделать предзаказ. Разработчикам ничего не будет стоить предоставить этот контент вне рамок предзаказа, но так у вас будет меньше мотивации заплатить дублончик. Следующий аргумент – это предварительная загрузка цифровой копии. Вы это серьезно? Я прекрасно понимаю, что у кого-то в наш век может быть плохой интернет. Но ты не можешь потерпеть денек-другой ради игры, которую ты и так прождал больше года. Но! Мы приехали или нет? Да! О, ура! Аргумент говно, я брезгую и так далее, и так далее. Ну и, наверное, самый существенный аргумент – это скидка. Я понимаю,
что даже небольшая скидка – это хороший мотиватор приобрести игру. Особенно вспоминая аргументы разработчиков, которые говорят, что разработка дорожает на вопросы о повышениях цен. Но купить игру по предзаказу со скидкой вы можете даже за пару дней до выхода. Так что не нужно сразу тратить деньги из вашего бюджета на летнюю распродажу. И чуть позже я озвучу причины подождать. А теперь пройдемся по самому болезненному. Причинам, почему не стоит подкармливать округлившихся разработчиков. Недостоверность информации. На первых порах нам не показывают ничего, кроме синематиков, и стараются держать интригу до самого конца. По-хорошему вы ведетесь на кликбейт, на красивую обертку. И это не бобы от Bertie Bots, в которых присутствие неприятных неожиданностей является фишкой. Вспоминая одно из крупнейших разочарований прошедших лет, «Не мужицкое небо», какие были привлекательные синематики, обещания разработчиков, и что в итоге мы увидели? Часть контента мы либо недополучили, а половина не соответствует ожиданиям. Но не будем ругать No Man's Sky. В отличие от многих других проектов, к данному моменту эта игра вполне соответствует тем ожиданиям, которые нам обещали на старт. Но есть и проекты, которые продолжают высасывать душу и коины из доверчивых игроков, такие как Star Citizen, который сомневаюсь, что когда-нибудь выйдет. Так как зачем? Добавление новых корабликов приносит неплохие деньги, а реферальные программы помогают привлекать все новые кошельки. А когда нам там обещали ее выпустить? Ах да, в 2016. Но ничего, подождем и подкинем в топку еще монет. Ведь наш адский паровозик еще не встретил Бубу. И все бы ничего. Да гуки заложили под мост 2 кило пластида. Бам! Другой вариант – это возможные переносы игр. Сколько мы видели примеров многочисленных переносов, и с каждым годом их все больше. Mass Effect Andromeda, который хотел сделать как можно лучше, а получилось, что получилось. Anthem, который переносили и переносили. По итогу игра вышла, но после того, как ее прикрыли и начали пересобирать с нуля, по итогу сдохла. Причин для переносов может быть много. Это желание разработчиков отполировать проект, что, к сожалению, не всегда приводит к хорошим результатам. Неудовлетворенность результатами маркетинговых кампаний и теми же объемами предзаказов. Хотя это, наверное, достаточно редкий случай. Попытка откусить больше того, что могут осилить, что приводит к сильному фичекатингу. Процессу, когда вырезают какие-то механики, локации и так далее, чтобы просто уложиться в сроки. И чаще всего проект начинает разваливаться. Как думаете, Киберпанку после такой мощной пиар-кампании и кучи переносов так просто простили бы еще один перенос? Я думаю, из-за этого они бы еще сильнее пострадали. Они приняли решение выпустить игру в том виде, в котором она была, и это было сугубо финансовое решение. Из этого вытекает следующая причина – потенциально низкое качество продукта и разочарование в проекте. Продолжим тыкать палкой Киберпанк, которым как плохим примером сейчас пользуются издатели. Они заявляют, что у нас не будет так, как с Киберпанком. У нас все хорошо, и при этом протягивают вам свой терминальчик для оплаты. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Фу-фу-фу, плохой Киберпанк, а мы белые и пушистые. Но разница только в том, что от Киберпанка воняло сильнее. Все знают, что на выходе Киберпанк мало кого удовлетворил. Хотя лично мне повезло, и я прошел игру без критических проблем, периодически посмеиваясь над багами. Как узнать заранее, удачный билет или нет? Все просто. Никак. И я могу только посочувствовать тем, кто испортил свое прохождение из-за проблем с игрой. Но тут смущает больше другой момент, а именно заявление разработчиков о том, что выручка от предзаказов превысила затраты на разработку и маркетинг. И на фоне массы других проектов, которые выходили забагованным месивом, у Киберпанка была шикарная рекламная кампания, Киану Ривз, очень яркие обещания относительно геймплея и лицо студии, которой все доверяли. Так как многочисленные игроки, предзаказавшие Киберпанк, боготворили Ведьмака 3 и не верили, что такая студия может их разочаровать. Но, конечно, и в этом случае люди ничему не учатся. В этот момент где-то в углу злобно хихикает Тодд Говард. А сейчас я, наверное, скажу очень банальную вещь. Но в играх на таком уровне на передний план всегда выходят деньги. Так зачем разработчикам кранчить по ночам, если разработка уже окупилась?
Отбрехаться мы всегда сможем, минимизировав полыхание задниц фанатов. Да и что-то обещание все исправить в патчах и дорожные карты, на которые даже Бобби Котик не сядет, не сильно выполняются. На удивление все просто. Свои деньги они уже отбили, ведь поддержание игры, хотя в большинстве случаев исправление, можно растянуть еще на пару лет. Конечно, критикуешь, предлагай. Я думаю, стоит попридержать ваше золотишко. И если вы правда влюблены в игру, которую хотите предзаказать, то вы 100% запомните дату выхода. И если к этому моменту дата выхода не изменится, то сделайте предварительный заказ, посмотрев первые взгляды у блогеров, которые получили доступ к игре пораньше. И сделайте свои выводы о результатах проделанной работы. Может, то, что получилось, разочарует вас уже после первого взгляда. Возвращаясь обратно к E3, нас накормили достаточно большим количеством ностальгии и перспектив на то, что 2022 год будет просто восхитительным. В частности, я имею в виду Stalker 2 и Atomic Hearts. Ну, давай, малюй картину маслом! Сейчас я выскажу сугубо свое личное мнение. Но я не верю, что эти игры реализуют все то, что нам обещают и показывают. И будем надеяться, что они нам не запомнятся как последние события с Киберпанком. А я прям вижу красоту эту. Что-то мне подсказывает, нас ждут переносы дат релиза, дорожные карты и много других увлекательных оправданий. Все потому, что E3 все делает просто замечательно. Он продает нам игру. А нет ничего лучше для продажи игры, чем хорошая картинка. И не факт, что даже половина показанного будет присутствовать в игре в том виде, в котором мы предполагаем. Даже просто слухи о проблемах с разработкой Atomic Hearts могут говорить о том, что все не так хорошо, так как плохие слухи на ровном месте не появляются. И напоследок я бы хотел сказать, игры подобного масштаба – это бизнес. А бизнесу нет ничего важнее денег. И чем менее придирчив потребитель к тому, чем его кормят, тем меньше сил будет прикладывать бизнес. Так как зачем стараться, если прикладывая меньше сил, их прибыль не сокращается, а порой увеличивается. Как и всегда, это вопрос риторический. Ведь все здесь довольны. Разработчики окупают игру до релиза, инвесторы получают рост активов, а пользователи получают то, за что заплатили. Даже если это происходит через пару лет. Ведь они верят и любят, и готовы потерпеть. Наши деньги развивают игровую индустрию. Но в зависимости от времени, когда мы их вложим, результаты могут быть различными. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Будет очень интересно почитать. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если считаете, что подобный контент стоит своих усилий. Дальше будет интереснее. Всех благ.